Самый простой и легкий рецепт пирожков в духовке, можно и на сковороде. Готовлю сейчас только так, получается всегда. Этот рецепт позволяет приготовить тесто с быстрорастворимыми дрожжами и без возни чуть ли не за полчаса, что, согласитесь, очень круто. А еще эта выпечка бюджетная и легкая для пищеварения. Из данного рецепта получается примерно 23 пирожка. В качестве начинки я люблю использовать слегка тушеные с корицей яблочки, вишня размороженная или свежая, консервированная, а в летнее время фруктовое ассорти, особенно абрикосы с клубникой или вишней. Ну и, конечно, любая несладкая начинка. В просеянную муку добавляем дрожжи. Они должны быть свежевскрытыми и не залеженными. В слегка горячее молоко добавляем соль, сахар, ванильный сахар или ванилин. Размешиваем до их растворения. В теплом молоке крупинки растворятся быстрее. Теперь добавляем растительное масло и яйцо. Размешиваем. И вливаем эту смесь в муку с дрожжами. Удобно при замешивании воспользоваться большой деревянной ложкой. Завершаем замес руками на столе, подсыпая еще немного муки. Тесто должно быть мягким, но при этом хорошо держать форму и не растекаться по столу. Вот так предельно просто готовится тесто. Посуду смазать растительным маслом, переложить тесто, накрыть крышкой и хорошо укутать. Оставить на 30-40 минут для расстойки, может и час уйти. Это зависит от дрожжей и температуры в кухне. Для ускорения подъема теста посуду с тестом можно поставить на кастрюлю с горячей водой или включить тепловентилятор. Также можно поставить хорошо разогретую и выключенную духовку, а еще воспользоваться мультиваркой, особенно в летнее время, когда жарко. Включить заранее режим йогурт, он даст 40 градусов. Вынимаем тесто из миски, оно очень приятное. Собираем в комок и делим на две части. Одну часть прячем обратно в миску под крышку, а другую делим с помощью весов на равные кусочки весом примерно 35-37 грамм. Начинкой у меня сегодня была вишня. Если у вас замороженная, ее нужно разморозить и полностью слить сок. Зимой это также может быть консервированная вишня в собственном соку, она уже сладкая. Рецепт такой заготовки из вишни под видео. К замороженной или свежей вишне нужно обязательно добавлять сахар, пол чайной ложки в один пирожок и немного крахмала, чтобы сок из вишни не вытекал из пирожка, а превращался в легкое желе. В пиалу на 60 грамм сахара добавьте 3 чайные ложки крахмала. Берем подготовленный кусочек теста, разминаем руками или скалкой, кому как удобно. Кладем начинку. Я люблю много начинки. Добавляю сахар. И лепим как вареник. Слепливайте очень тщательно. Ширина шва около сантиметра. Шов придавливаем, носики оставляем острыми. Выкладываем пирожки швом вниз на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком на расстоянии друг от друга. Как у меня, если хотите, чтобы пирожки не слепливались. Если вам нравится, чтобы они слепливались во время выпечки, тогда делайте расстояние меньше. Оставляем пирожки для расстойки на 20-30 минут, накрыв пленкой. Лучше всего в теплую духовку, минут на 20. Затем сразу включить духовку и хорошо разогреть. Тем временем подготовим смазку. К одному желтку добавить столовую ложку молока и очень аккуратно, нежно смазать пирожки. Оставить их на столе еще на 3-5 минут, чтобы смазка подсохла, а затем отправить в разогретую духовку. Печь примерно 18-20 минут при температуре 190 градусов на среднем уровне. В газовую духовку рекомендую поставить под пирожки посуду с водой, чтобы дно не подгорало. Еще горячие пирожки при желании смазать растопленным сливочным маслом, но я этого не делаю. Поделитесь в комментариях своим мнением по этому поводу. Дать пирожкам полностью остыть. Такие они получаются красивые, аппетитные
и очень соблазнительные. Пирожки с вишней и абрикосами – это вообще взрыв вкуса. Попробуйте и побалуйте родных. Кстати, тесто нужно готовить с добавлением цельнозерновой муки или муки твердых сортов. Тоже вкусно и полезнее. Если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь и жмите обязательно колокольчик. Спасибо за просмотр и поддержку. С вами была Ирина и канал «Вкусно все». До новых встреч. Пока!